Привет, 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 песеры, с вами Морж, и мы продолжаем гайдить нашу игру. Как вы понимаете, в 22-й части прокачка игроков стала очень важным аспектом для любого, собственно, пользователя eFootball 2022, и сегодня я хочу поговорить с вами именно о ней. Сейчас я нахожусь на сайте eFootball Hub, ссылку я на него оставлю в описании и в закрепленном комментарии, чтобы вы тоже могли, собственно, этим сайтом пользоваться. На самом деле очень-очень удобная фигня. Вот, я тут максимально своих игроков, в общем-то, и просчитываю, как кого качать. А значит, чем здесь все хорошо и удобно? Давайте, наверное, покачаем какого-нибудь иконика, потому что икоников у нас, мобильщиков, у всех достаточно много, и рассмотрим, что здесь есть интересного. Ну, во-первых, мы можем посмотреть статы на первом уровне, во-вторых, мы можем посмотреть, сколько статов мы можем раскидать. Вот у Кройфа вы видите 12 из 12. Напоминаю, что не стоит забывать о прокачке сыгранности, поэтому все статы раскидывать именно в показатели игрока явно не стоит. Здесь есть такая удобная функция, как максимальный уровень. Нажав на нее, вам покажет, как нужно разбросать статы, чтобы получить максимальный общий уровень карточки. Но сразу хочу вам сказать, что это не всегда хорошо. Смотрите, да, с одной стороны мы получаем максимальный уровень карточки у Кройфа 98, с другой стороны здесь, допустим, 4 стата вкинуты в дриблинг. Но если не вкидывать, дриблинг у Кройфа как бы и так очень даже хороший. Смысл его улучшать. Я бы, например, скорее ему улучшил скорость, потому что, да, ускорение 84, но скорость при этом 79. Поэтому я бы эти 4 стата лучше закинул в скорость. При этом я бы получил Кройфа с 97 рейтингом общим, но при этом, мне кажется, в таком виде он бы был чуть более играбельный, чем если это все дело просто вбросить в дриблинг. Типа дриблинг и так хорош, ну зачем его улучшать? А вот скорости Кройфу вполне себе может не хватать, поэтому я бы вкидывал вот так. И так, в принципе, со всеми карточками. Да, с одной стороны, типа, если ты не хочешь разбираться, не хочешь как-то в это все углубляться, тебе сайт дает возможность, он сразу показывает, куда вкидывать какие статы, чтобы получить максимальный рейтинг. Но если ты все-таки хочешь максимально боеспособную себе команду и любишь хоть немножечко шевелить своими мозгами, то все-таки я вам советую подходить к этому более ответственно и статы раскидывать самому. Вот смотрите, опять же, приведу в пример Хаверца, которого сейчас можно получить, выловить из селекции Челси. Здесь 4 стата вкинуты в реализацию. Да, с одной стороны он оттянутый форвард, с другой стороны реализация 80 у него как бы и так, в принципе, более-менее нормальная. Я бы Хаверцу скорее поднимал пас, потому что пас навесом у него 76 и пас низом 81. Я бы скорее эти 4 стата лучше бы вкидывал в пас. Таким образом я бы получал из Хаверца вполне себе универсального товарища. И хороший пас у него присутствует, и хорошая, в принципе, и реализация умения атаковать тоже присутствует. Но при этом, да, общий рейтинг у него станет 92, а не 93. Надеюсь, что меня смотрят умненькие ребята, надеюсь, мало кто будет пользоваться вот этой кнопкой максимальный уровень. Надеюсь, что вы сами будете думать, как прокачивать своих игроков более выгодно. Ну а я оставляю вам ссылку на этот инструмент. Надеюсь, вы им будете пользоваться, и надеюсь, что вам игра будет приносить только положительные эмоции. Вот такой вот коротенький ролик. Ссылочка в закрепленном комментарии. С вами был Морж. До новых встреч. Пока-пока.